Всем привет! В этом видео покажу, как я делал летающий мотоцикл опрессор МК2 из игры GTA 5 онлайн. Часть деталей решил напечатать на 3D принтере с последующей доработкой вручную. В данный момент на ваших экранах этапы моделирования. Крылья буду делать из металла. Хоть процесс трудоемкий, но оно того стоит. Ведь это все-таки основа, и весь вес модели будет на них. Теперь нужно обработать края. Наждаком убрал покрытие и выровнял поверхность. Здесь вы видите, что некоторые детали уже сделаны, но показать процесс, к сожалению, я не могу, так как из-за проблем с жестким диском часть видео было утрачено. Руль. Согнул гвоздь подходящего диаметра под нужным углом. Из пластиковых трубок сделал ручки. Еще на руле есть какая-то круглая штука с кнопками. Ее сделал из кусочка алюминиевой проволоки. Вроде бы походит. Кнопки добавлю уже на этапе покраски. Теперь боковые панели. К ним с внутренней части подходят трубы, которые сложно разглядеть, но вроде похожи. Из листа алюминия толщиной 0,4 мм нарезал полосы и вклеил в пазы, заложенные на этапе 3D моделирования. На панели есть еще небольшие крылья. Их вырезал из пластика толщиной 1 мм. Обработал края надфилем. Оказались шире, чем нужно. Пришлось немного сточить и готово. Точно так же сделал и передние крылья.
Будут они у меня в расправленном виде, так как в сложном, по-моему, выглядит не очень. Далее сопла для вертикального взлета и посадки. Они также напечатаны на 3D принтере. Внутри есть тонкие перегородки, которые не напечатать на 3D принтере. Вырезал их вручную и вклеил. У выхлопа напечатал только начало, там где две трубы сходятся в одну. А чтобы удлинить, высверлил отверстие примерно по 3 мм. Вставил проволоку и приклеил пластиковые трубки. Для ракет с помощью гравера и надфиля заточил медную проволоку. Теперь один из самых сложных этапов. Под ракеты нужно высверлить 4 отверстия под острым углом. Поскольку эта деталь была сделана вручную и на ее изготовление ушло очень много времени, права на ошибку не было. Высверливал сначала ровное отверстие, а потом постепенно выводил на нужный угол, так, что вставленные туда ракеты смотрели прямо. Последнее, что было сделано, это топливные трубки и расшивка на корпусе реактивного двигателя. Перед тем, как перейти к покраске, нужно склеить обтекатель. Место соединения, если это можно так назвать, зашпаклюю. Для этого использую обычный канцелярский корректор. После грунтовки выглядит монолитно. Ну а чтобы не затягивать ролик, про покраску я расскажу в следующем видео. Оно выйдет совсем скоро. Спасибо, что смотрели. Всем пока.